Клара и Марк познакомились в институте, где вместе учились на факультете журналистики. Их роман начался с безумных вечеров, проведенных за обсуждением книг и мечтаний о будущем. Они были молоды, полны надежд и уверенности в том, что их любовь сможет преодолеть любые трудности. После окончания института они решили пожениться, и их свадьба была настоящим праздником. Пышные цветы, улыбки друзей и обещания, которые они давали друг другу. Первые месяцы после свадьбы были полны счастья и радости. Однако вскоре в их жизни начали происходить изменения. Марк, который раньше был веселым и общительным, стал проводить много времени в компании выпивающих знакомых. Сначала Клара пыталась его поддерживать, надеялась, что это лишь временная трудность. Но с каждым днем ситуация становилась все хуже. Марк уходил в алкогольные запои, а Клара оставалась одна, борясь с одиночеством и страхом за их будущее. Однажды, когда она узнала, что беременна, Клара почувствовала, что у нее появился новый смысл жизни. Она решила рассказать об этом Марку, надеясь, что эта новость станет для него толчком к изменению. Марк, услышав о будущем отцовстве, пообещал, что бросит пить ради ребенка. Клара была полна надежд и верила, что все наладится. Первые 7 месяцев Марк действительно сдерживал свое обещание, но затем старые привычки вновь одолели его. Он снова начал пить, и его агрессия возрастала. Он стал кричать на Клару, обвиняя ее в изменах, хотя она оставалась верной ему. Однажды, в порыве гнева, он выгнал ее из дома. На улице было холодно, снег хрустел под ногами, и Клара, упав на землю, заплакала. В тот момент она поняла, что больше не может терпеть. После этого Клара подала на развод и переехала к маме. Она была полна решимости воспитывать своего ребенка одна и вскоре родила здорового мальчика, которому дала имя Артем. Каждый день она старалась дать ему все самое лучшее, окружая любовью и заботой. Прошло 3 года. Клара справлялась с трудностями и училась быть хорошей матерью. В один из обычных дней, когда она собиралась на прогулку с Артемом, на пороге ее дома появился Марк. Он выглядел изможденным, с заплаканными глазами и с просьбой о прощении. Он умолял вернуть его в свою жизнь, обещал изменить себя и стать тем отцом, которого заслуживает их сын. Но Клара, вспомнив все страдания и боль, которые пережила, лишь холодно взглянула на него. «Убирайся из нашей жизни», — сказала она, не желая больше слышать его. Она знала, что теперь у нее есть все, что ей нужно. Ее сын и возможность начать новую жизнь, свободную от старых оков. Марк, осознав, что потерял все, медленно ушел, оставляя за собой лишь пустоту и сожаление. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.